Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео про создание вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами создадим символы расширенной латиницы, расширенной кириллицы и поговорим о таком режиме, как Match Moves. По такому же принципу у меня сделаны буквы расширенной кириллицы. Есть буква H, из которой я сделал букву Ч. Не знаю, как правильно она произносится, но в общем вы видите ее. Что она из себя представляет? Это такая же буква H, только ее отличие в том, что я перекладину эту опустил ниже, чтобы компенсировать вот эту горизонтальную перекладину. И чтобы у нас вот эта нижняя часть плеча не выступала далеко, я ее просто дельта-фильтром немножко приподнял до уровня базовой линии. А вот что касается вот этого элемента, здесь у нас метрики, как видите, соответствуют букве H. То есть 55 здесь, 55 здесь, ну тут неважно, какой слой мы сейчас разбираем, ну просто наглядно понятно. Но, как видите, вот эта часть у нас выходит за границы левых полуопрошей, но при этом здесь у меня метрики стоят, как в букве L. То есть, по идее, она должна была сдвинуться туда. И так бы оно и было, но здесь у меня включен на конкретно вот этом элементе переключатель под названием Non-Spacing элемент. Мы уже с вами, наверное, разбирали его. Что он делает? Он просто отключает влияние этого конкретного элемента на метрики буквы. Поэтому если я ее отключу, то он немножко подумает, потому что шрифт тяжелый, он сейчас все проанализирует и отключит. Мы увидим, как она у нас сместилась. Вот. А теперь нам бы пришлось здесь ставить минусовые значения, чтобы компенсировать это, и нам это придется делать в будущем, когда мы все эти фильтры разберем, тогда, конечно же, у нас все сольется в единый глиф, и мы не сможем, в единый элемент, мы не сможем их вот так вот раскидать. Но на этапе, скажем так, создания дизайна такой вариант очень удобный, и, в принципе, нам его часто придется использовать. И, допустим, как это влияет на саму букву. Вот, например, такое слово, если мы на него посмотрим, то мы увидим, как вот здесь у нас образовалась не очень красивая такая вот дыра. Если мы включим этот переключатель на этой перекладине, то в метриках он будет игнорироваться, и все станет как надо. Но, разумеется, если я здесь напишу букву L, то она достаточно плотно станет к букве L, поэтому это нужно будет компенсировать уже на этапе метрик. Это все мы с вами сделаем, на этапе кернинга тоже нам нужно будет это отредактировать. Ну, в общем, идем дальше. Дальше у нас буква G, у которой то же самое я опустил вот этот элемент, и его, получается, у меня здесь несколько штук. Нет, здесь я проще сделал, я его опустил и повесил на него скин-фильтр с вот таким крючком, поэтому он как раз у меня как надо здесь компенсировался. А вот если мы посмотрим на буквы, что это у нас, лие и нье, здесь я взял букву L кириллическую, дельта фильтром ее немножко на 10 юнитов сместил в сторону, и то же самое сделал с мягким знаком. В букве нье я сделал точно так же. Немножко сжал букву N, и при этом, опять же, если я рядом поставлю мягкий знак и начну его как-то редактировать, то у меня все это будет работать и в буквах с элемент референс. В общем, дельта-фильтры при создании таких букв очень-очень удобно. С латинской буквой U тоже проблем никаких не будет, поэтому я ее создаю, ячейку, открываю. Здесь можно просто добавить элемент референс. Я делаю клик правой кнопкой мыши Ctrl-тулом, выбираю добавить элемент референс, пишу здесь букву N, добавляю ее во все мастера, выбираю элемент Tool, и жму букву W, она у меня зеркалится по горизонтали, и букву E, она зеркалится по вертикали. Теперь мы видим, что она у нас чуть выше на 10 юнитов, потому что у нас вот эта часть имеет овершутинг на 10 юнитов, поэтому я просто Shift вниз опускаю ее до высоты базовой линии. Делаю то же самое во всех слоях. И, в принципе, все, буква U у меня готова. Так как букв у нас много, точнее слоев у нас много, делать это в каждой букве не очень удобно, это долго и так далее. Можно воспользоваться экшенами и ускорить этот процесс. И тут надо еще обратить внимание, что буквы элемент референс, так как у нас их было два элемента в оригинальной букве, добавились сразу сгруппированные. Это нужно учитывать, когда мы в будущем будем как-то модифицировать, вешать на нее, например, какие-нибудь дельта-фильтры, другие или скин-фильтры, они будут вешаться на саму группу. Поэтому в идеале ее нужно каждую разгруппировать. И тут, конечно, без ручной работы не обойдется, поэтому выделяем этот элемент сгруппированный и выбираем пункт Ungroup.
Делаем это также на каждом глифе. Автоматизировать эту операцию не получится, она делается только индивидуально. Но вот перевернуть мы сейчас, в принципе, с вами можем. Давайте попробуем. Первое, что нам нужно сделать, это, я сейчас сохраню пока проект, выбрать Tools, Actions, и вот здесь мы в разделе базовых операций можем выбрать поворот, Rotate, выбираем здесь 180, и вот здесь мы можем отметить, в каком именно варианте она будет делать, куда она повернется. Она может стать ниже базовой линии, может стать выше базовой линии, а можем выбрать ровно посередине, то есть она повернется на 180 градусов. Выбираем текущий глиф, но применяем ко всем мастерам. Жму Run, жму Close. Теперь нам нужно их все вместе опустить на 10 юнитов. Что нам нужно для этого сделать? Мы можем также каждый из них выбрать, только здесь нужно выбирать Ctrl-A, потому что если выбираю этот элемент, я смещаю только его. Нам нужно выделить все, поэтому попробуем это сделать. Match Moves. Выбираю вот здесь, зажатым альтом кликаю на глаз, у меня выбираются все вот эти вот элементы и все слои, то есть я их вот вижу при просмотре. Дальше Match Moves, и можно даже, наверное, вот так сделать, Edit Across Layers, вот. И теперь я жму Ctrl-A и опускаю вниз. Так, проверяем. Да, на всех слоях у меня это произошло, поэтому я сейчас зажатым альтом кликаю на глаз, отключаю отображение всех слоев. И вот они у меня все на базовой линии. Хотя нет, они у меня сместились очень сильно, что странно. Ладно, попробуем снова. Кликаю, Ctrl-A, чтобы выделить все. Угу. Они у меня смещаются на почему-то сразу 6 юнитов, что странно. Ну да ладно. Если я, наверное, потому что здесь 6 штук, попробуем отключить Edit Across Element, Edit Across Layers, снова Ctrl-A. Вот, теперь мы можем выделять и перемещать их по одному. Видимо, вот эта функция Edit Across Layer, сейчас попробую еще раз ее включить, Ctrl-A, чтобы выделить все, вверх. Да, смещаю сразу на 6. Возможно, это связано с тем, что у меня здесь 6 слоев, а может быть и нет, кто знает. Возвращаю обратно и отключаю Edit Across Layer. Нам, в общем, достаточно только Edit Match Moves. То есть Match Moves повторяет все передвижения элементов, которые у нас есть. Причем во всех слоях, но только при условии, что у нас включена вот этот глазик на всех слоях. Потому что если мне, например, нужно сделать это только на 2 слоях, я могу включить это только на 2 слоях и сместить их. Но мне это не нужно. В общем, вот эти глазики влияют на то, на что именно влияют наши операции по передвижению на этих глифов. Ну и теперь нам осталось настроить метрики. В принципе, все у нас привязано к букве L, поэтому я выделяю все буквы, которые мы рисовали. И вот здесь мы видим, что у нас multiply, так как буквы эти все имеют одинаковые, ну, у меня должны иметь одинаковые метрики и справа, и слева. Я здесь пишу L, и здесь пишу L. Видим, что у меня здесь по 45. Если теперь я каждую из этих букв кликну, у меня автоматически на все применилось метрики буквы L. Поэтому я снова их выделяю и копирую на все оставшиеся мастера. M я еще не добавлял, сейчас я добавлю. Вот, и теперь проверяем. Здесь, везде у меня все привязано к L, все работает, все окей. Помечаю их готовыми, а это я сейчас добавлю. Я добавил метрики и добавил букву M, сделал все как полагается. Ну, как сказать, добавил. Я ее просто скопировал с готового шрифта, поэтому не обращайте внимания, что здесь она у меня склеена. Все остальное у меня осталось как есть. И вот тут важный момент. Так как вот эта буква L у нас симметричная, то справа-слева у нее одинаковые опроши. В букве N у нас это немножко будет отличаться. Мы помним, что в будущем мы к вот этой букве N добавим вот здесь компенсацию вот этого вот светлого момента. То есть, если я вот так вот наберу L, M, H и так далее, мы увидим, что вот эта часть гораздо светлее, чем вот эта часть, вот эта светлее, чем вот эта и так далее. Чтобы в каждой из них потом нам не добавлять компенсацию, мы можем сделать проще. Мы в букве N компенсируем в будущем в метриках правую сторону, сделаем ее чуть-чуть полегче.
А вот в букве М, H, чтобы этого не делать, мы просто здесь сделаем ссылку на N. То есть вот здесь я пишу букву L, но в принципе можно даже оставить букву N, и здесь тоже пишу букву N. То есть вот эта буква у нас является по метрикам родительской для вот этой буквы. В букве H немножко по-другому. Здесь только правая сторона у нас компенсируется, поэтому я ее ссылаю на букву N, а левая будет у меня также на L ссылаться. С буквой U немножко интереснее. У нас она перевернутая, и компенсировать нам нужно не правую верхнюю сторону, а нижнюю левую. Поэтому, чтобы этого не делать, я сделаю вот что. Вот эта часть у меня будет ссылаться на L. Все как и обычно. А вот тут я сделаю вот что. Я буду ссылать ее на букву N. Но сейчас она у нас ссылается, левый полуопрос, на левую часть N. Нам нужно, чтобы он ссылался на правую сторону буквы N. Поэтому я пишу здесь выражение равно и верхний бар. Жму Enter. Теперь он у меня ссылается на противоположную сторону буквы N. Поэтому если я вот здесь сейчас, например, сделаю плюс 20, то мы увидим, что вот здесь у нас полуопрос тоже увеличился на 20, потому что он у меня привязан с этим. Поэтому здесь я это убираю. И во всех буквах, как видите, у меня здесь все изменилось. Поэтому, когда я компенсирую вот эту часть, в букве U слева у меня тоже это все компенсируется. Поэтому выражение в данном случае очень-очень удобная штука. В общем, во всех слоях мы теперь эту формулу через вот эту кнопку копируем. И, какой итог, используя элемент референса и дельта-фильтры, можно из одной буквы H сделать кучу других букв. И всякие вот эти вот штуки у нас будут еще многократно где повторяться, потому что у нас есть еще расширенная латиница, расширенная кириллица, где тоже эти элементы будут повторяться, и, соответственно, их можно будет немножко подстраивать за счет дельта-фильтров в зависимости от того, какая задача у нас стоит. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.